Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас с вами очередная перехоженная коррекция. В данном случае, если вы помните, на этих ноготочках мы рисовали акварель акварельными красками, и она у нас скололась. Вот, в принципе, я подозревала о том, что это может случиться, собственно говоря. Именно поэтому акварель я люблю больше рисовать именно гелевыми материалами, потому что гелевые материалы не будут раскалываться друг от друга. А если мы вводим какой-то дополнительный материал, такой как акварельная красочка, то она как раз таки мешает сцеплению слоев между друг другом, и получаются вот такие вот проблемы. Как рисовать в акварельной технике гель-лаками и гель-красками, есть много роликов у меня на канале. Был онлайн-курс, который именно на эту тему, но сейчас его пока нет, надо его переснять. Мы же тем временем выполняем коррекцию. Как обычно, сняли материал, отодвигаем кутикулу, убираем трики, наносим праймер, базовый гель. В общем, все как обычно. По-моему, вы уже даже лучше меня знаете, как выполняется коррекция. Кто угадает, каким материалом сегодня будем делать коррекцию? А ну быстренько, раз, два, три. У вас есть уникальный шанс поставить на паузу, написать в комментариях, а потом посмотреть, угадали ли вы. Довольно-таки интересно. Ну и, собственно говоря, как вы поняли, выполняли коррекцию мы гелем средней вязкости. Поэтому после опила, после того, как мы выпилили внутреннюю арочку, переходим к покрытию. Кстати, никто из вас, мастеров, не обращал внимания, что у клиенток есть какая-то сговоренность, что ли, не знаю. Вот у меня вот этот вот оттенок 136 стоял, я не знаю сколько, еще с прошлой осени, наверное, мы его активненько красили, потом зимой затихли, и он стоял у меня в столе. А здесь и мама этим цветом накрасила, и эта клиентка этим цветом накрасила, и еще две клиентки за ней на него тоже слюни пускали, потому что кричали: я тоже такой оттенок хочу, но мы решили сделать все-таки другие оттенки красного цвета. Так вот какая-то такая закономерность, она меня иногда просто поражает. Все клиентки как будто сговариваются и начинают красить один и тот же цвет. Мы же тем временем рисуем дизайн. Ноготочки под дизайн мы покрыли черным оттеночком, покрыли его в один слой, потому что этого вполне достаточно. И белой гелевой красочкой набрасываем элементы орхидей и потом при помощи финишного покрытия растушевываем в акварель. Вот о чем я вам говорила. Акварель при помощи гелевых материалов. И вот эта акварель никогда в жизни у нас ниоткуда не сколется. Наша задача при выполнении вот этой растушевки добиться того, чтобы где-то были у нас плавные переходы белого цвета, а где-то все это смывалось в чистый черный. Если будет недостаточно, здесь было недостаточно, и мы вторым слоем после просушки добавляли еще белые блики кое-где тонкой прорисовкой, и потом еще после просушки я добавляла черные места тоже при помощи гелевого лака.
Ну а теперь все самое интересное в этой технике — это как раз-таки разукрашивание. Мы берем полупрозрачные оттенки гель-лаков. То есть те оттенки, которые в тонкий тушевочный слой лягут вот так вот полупрозрачно. Это те цвета, в которых нет белого. Если у вас какой-то пастельный оттенок, он в эту технику не подойдет, он будет вам пачкать. Поэтому возьмите какие-то чистые цвета, чистый желтый, чистый оранжевый, неоновые какие-то оттенки сюда подходят вообще отличненько. Ну и, собственно говоря, разукрашиваем наши подмалевки. Разукрашиваем в тонкие растирочные слои, тоненько добавляем каких-то бликов, где-то добавляем ярче, где-то добавляем светлее. В общем, работаем по-мокрому, без просушки. Это очень быстро получается, это занимает минимум вашего времени, но при этом вот такой вот эффект добавляет дополнительную глубину дизайна. Вот именно вот на таком эффекте, когда у вас белый подмалевок, потом сверху тонированный, получается безумная аквариумная глубина. Обязательно попробуйте поиграться в этой технике. Обязательно покажите, что у вас получилось в нашем телеграм-канале. И вам обязательно понравится тот результат, который у вас получится. После того, как у нас выполнены и просушены цветочки, добавляем каких-то блестящих элементов. В данном случае мы решили добавить небольшие листики гель-лаком кошачий глаз. Его плохо видно на камеру, но он очень интересно подмигивает вживую. Ну и дополнительно смешанными с финишем блестками прокладываем тоже кое-где совсем малюсенькие элементы. До конечного этапа я думала, что после финиша добавлю белой прорисовочки, для того, чтобы окончательно разделить между собой цветочки. Но когда мы перекрыли финишем, когда увидели всю эту глубину, всю эту потрясабельность этого дизайна, мы решили, что ничем больше портить мы не будем. И в кои-то веки мы таки вовремя остановились. Потому что вот такие потрясающие цветы у нас получились. Они восхитительны, они безумно красивы, выглядят просто потрясающе. Клиентка прямо-таки прыгала на стуле от удовольствия, ну а я прыгала на стуле, когда создавала этот дизайн. Ну а вы, наверное, слегка подпрыгиваете, когда все это смотрите. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам было интересно, полезно. Встретимся с вами в новых уроках. Всем до новых встреч, пока!